Всем привет, с вами снова я, Анрион, и сегодня мы будем делать многоразовый разжигаемый костер. Для того, чтобы создать разжигаемый костер, нам понадобится несколько вещей. Для начала во вкладке «Фильтр» забьем Campfire. Так мы найдем все наши модели, которые уже присутствуют в Creation Kit. Нам понадобится модель Campfire 01 Land Off и Campfire 01 Burning. Причем, если Campfire 01 Burning мы просто переносим в окно рендера сразу же, то для того, чтобы создать из нашего костра активатор, Campfire 01 Land Off придется извлечь из BSA архива. Как это сделать, вы можете подробнее прочитать на Creation Kit или посмотреть какие-либо обучающие ролики. Это несложно. Единственное, добавлю, что я использую программу BSA Opt, которую можно скачать на Nexus. Она позволяет быстро и качественно распаковать и запаковать обратно. После того, как вы распакуете модели, которые находятся вот по этому адресу, в файле с расширением NIF, вам нужно будет добавить новый активатор, который будет базой для нашего костра. Сделать это можно в разделе Activator, правой кнопкой New. Я уже добавил активатор, вот мой активатор. Как вы видите, все, что я сделал, это дал ему новый ID, дал новое имя, назвал его походное кострище, и модель, извлеченную мной, добавил для этого активатора. Вот, собственно, в окне рендера вы можете ее посмотреть. Обычная модель, только теперь она уже добавлена не статик объекту, а активатор. Окей, и просто жмем ОК. Теперь касательно того, как будет взаимодействовать наш активатор с этими двумя моделями, то есть с моделью горящего костра и с моделью негорящего костра. Активатор у нас один, это модель негорящего костра. На нее должен быть повешен следующий скрипт. Напомню, что скрипт можно повесить в меню Edit в окне скриптов. Следующий скрипт должен на нее быть повешен. Вот он. Скрипт name назовите как угодно. Я назвал ActFire On. Расширяем скрипт Object Reference. Далее я ввел свойства. Object Reference, property это свойство. Свойство назвал Switch и ключевое слово Auto. Затем я ввел событие onActivate, то есть при активации данного активатора. В Object Reference я занес ссылку на AKActionRef, то есть того, кто активировал данный активатор. Если GameGetPlayer, мы уже знакомы с этой функцией, блок условий, если этот активатор был активирован игроком, и также еще один блок условий в другом блоке условий, если данное свойство выключено, переключить данное свойство на включено. Если же в противном случае, то есть если объект включен, тогда мы его отключаем. Вот и все. В принципе, здесь что еще можно добавить, это задержку. Допустим, wait 0,5 секунд. Сделать это для красоты, чтобы ваш костер тух не сразу, а
все-таки через какое-то время. Вы также можете поставить задержку и для включения костра. Это будет более правдоподобно, так скажем. И не забывайте также импортировать утилиту в ваш скрипт для того, чтобы данная функция сработала. Итак, сохраняем скрипт, Ctrl-S. Вот, собственно, и все. Данный скрипт простейший вам необходимо будет повесить на модель вашего костра не включенного. Затем в свойствах данного скрипта, сейчас я постараюсь выбрать эту модель, они у меня просто одна в другой. Не выбираться, в общем, не суть важно. Сейчас я посмотрю, где у меня этот скрипт находится. Вот он, Act for on Script. Жмем ОК. И в свойствах мы ввели свойство Switch типа Object Reference. Жмете Edit Value, Pick Reference in Render Window и выбираете модель горящего костра. Затем вы просто совмещаете координаты горящего костра с координатами негорящего костра. Вот как раз он и выделился. Так, это закрыть можно. Затем нажимаете кнопку ОК. И, собственно, все. То есть, видите, координаты должны совпадать. У меня там совпадают они. И можете пробовать включать ваш костер. Вот, собственно, и вся недолгая работа. Спасибо за внимание. Пока.